Так Миша на меня поругался, Вань. В смысле, из-за чего? Ну, ему показалось, что-то совсем картинка темная была в прошлый раз. Слабое освещение у нас в студии. Да это не освещение, Саш. А что? Не буду говорить, потому что сейчас у нас съемка идет по поводу нашей камеры. Она, конечно, хорошая, одна из лучших. Ясно, ясно. Ну ты понял, да, что я имею в виду? Ну да, ресурс. Да, на пенсию пора. Ладно, давай лучше Блиц запишем. Все-таки хорошая камера, смотри, какая стоит, Ну снимает. слушай, а на сколько выпусков уже отсняла? Да, я надеюсь, что она снимает сейчас, кстати. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Это Супер Блиц. Постараемся очень быстро, кратко рассказать вам самые интересные новости, которые удалось найти. Саш, у меня первая новость про еду. Мы недавно делали стрим, всем так понравилась эта тема. Потом Димаш часто говорит о том, что какое у него любимое блюдо. В интервью сказал, что утка по-пекински. Мы даже потом придумали, что можно сделать бешпармак по-пекински, это с уткой. В общем, новость у меня такая. Новость у меня такая. Утка по-помпейски. Рецепт из уничтоженного извержением вулкана древнеримского города нашел археолог Фаррел Монако. Она изучала фрески и фрагменты еды в Термополии или Термополии. Это аналог современного кафе в Помпеях. Чтобы понять, какую еду готовили в то время. И она, в общем, расписала процесс приготовления утки по-помпейски. Классно, я бы хотел попробовать. Адаптировав, естественно, старинный рецепт к современным условиям. В общем, что нужно? 2 утиные грудки или ножки, 2 чайные ложки рыбного соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 маленькую пачку укропа, орегано, кориандра, 3 столовые ложки виноградной патоки, столовая ложка красного уксуса, чайная ложка меда, чайная ложка зелени одуванчика. Ну и еще там перец, соль по вкусу, столовая ложка муки, столовая ложка утиного жира или свиного сала. Ну или несоленого сливочного масла. Мне кажется, пока ты готовишь такую утку, уже перехочется ее есть. Да, и способ приготовления. Друзья, если интересно, мы в нашем телеграме поместим этот рецепт, вот, и можете, если хотите, можете приготовить, потому что, это что-то И окунуться необычное. во времена Помпеи, получается, да, благодаря этому рецепту. Ну что ж, отличная новость, я точно делать не буду. Вот, а тебе хочу такую новость предложить. Ты просто, Саша, тебе надо подождать, сейчас у нас одуванчики вырастут, тогда ты сможешь попробовать. Я хочу тебе другую новость рассказать. Ты же в курсе, что Димаш Кудайберген получил золотую кнопку на своем YouTube-канале? Так вот, у него же есть еще один второй замечательный канал, на который пока не так много подписчиков, поэтому рекомендую прямо сейчас пройти туда, подписаться, Димаш Ньюс. И там вышла отличная новость от перуанского фан-клуба. Новость заключается в том, что известная перуанская дива Ева Айланд, это живая легенда, популярная певица, дала интервью по поводу одного из своих любимых исполнителей, которым является Димаш Кудайберген. Рассказывать не буду, всем рекомендую пойти туда, подписаться и посмотреть очень увлекательное интервью. Слушай, а Перу, да, так это получается, у нас же есть подруга в Перу, Магучан, надо будет ей сейчас написать на WhatsApp. Да, Магучан, жди письмо. А у меня новость сегодня такая вот гастрономическая, очередная, потому что я знаю, что, Саш, ты любишь кофе, постоянно его пьешь, и я хочу тебе сказать, что врач назвала допустимое количество чашек кофе в день. Нурия Дианова рассказала в беседе с РТ, сколько чашек кофе можно пить без вреда для здоровья. У кофе все-таки есть элемент формирования зависимости, и со временем это приводит к истощению нервной системы. Поэтому все-таки рекомендуется пить не больше 2 чашек в день. Это если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта. Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приемов пищи, то есть с десертом, например. И тогда вреда для ЖКТ практически нет. Слушай, я в принципе 4 пью. Это совсем плохо для моей нервной системы получается. Саш, я могу получать 4, но 2 дня сделать перерыв, например. Саш, на самом деле, мне кажется, что людям нужен не сам кофе. Или как, нужно кофе? Нужен кофе.
А по-моему, можно и так, да? Да, сейчас, по-моему, уже В общем, правильно на знаю. самом деле важен именно сам вкус, не всегда важен тонизирующий эффект. То есть ты можешь для тонизирующего эффекта просто что-нибудь другое сделать, например, сделать зарядку. И попить водички. А у меня такая новость, Вань. Музыкальная школа в Алматы, Мурагер, рассказывает о Димаше. И что интересного она рассказала? Что сейчас в СМИ и все фанаты знают все о Димаше. Но мы бы хотели дать несколько советов, которыми он поделился с нами. То есть, получается, Димаш побывал в школе Мурагер и кое-какие советы дал. И вот поделились советами. Работать нужно больше, но с душой и большой мечтой. Если вы в творчестве, нужно работать больше над улучшениями. Человечность должна быть на высшем уровне. Патриотизм к Казахстану и толерантность. Развитие современной музыки и продвижение казахской музыки. О поддержке молодых творческих личностей в начинаниях и в росте. Быть человечным во всем, даже в творчестве. Ты всем советам, Вань, следуешь? Практически. Я даже сейчас, у меня, вот когда ты начал читать, у меня заветы Петра Первого всплыли. Там то, что бороду там нельзя носить слишком длинную. Вот. Эти рукава такие, Я вот тоже знаешь, слежу за бородой. помнишь, у бояр раньше такие были рукава длинные до пола? Которые вот такие? мешали им работать. Да, рукава такие, нельзя там трудиться, учиться. Слушай, какие хорошие советы. Так что, друзья, пользуйтесь. Школа Мурагер поделилась ими абсолютно бесплатно. Да, Димаш, получается, Петр Первый нашего времени. Да, можно и так сказать. Революционер во всех смыслах этого слова. Китайский зонд отправил на Землю первое видео с орбиты Марса. Саш, смотри. Китайский все-таки? Да. Марс вообще не красный. Вот так вот. Вот так, да. Стереотипы. Ну, кадры Или, может- показали по центральному телевидению КНР. Может быть, ночью снимали? Может быть, цвет забыли правильно поставить. Или камера. Вот у нас же камера китайская, да? Может, это как-то связано? Слушай, ну вообще по фотографии сложно что-то понять, как будто вообще-то в студии делали фотку. Да. Нет? Где Марс-то вообще? Ну, вот это вот серое. Вот это Марс. Больше похоже на Луну отшлифованную. Да уж. А ты фотографию уже покажешь? Да, а я прикреплю, друзья, вы можете посмотреть тоже, как выглядит Марс. С точки зрения китайского спутника, китайский зонд. Ну и другой спутник сейчас от НАСА направляется как раз к Марсу, на котором находится билет Димаша Кудайбергена. Вот, надеемся, что там тоже все пройдет благополучно. Ну, поздравляю с выходом нового трека «Bang Bang» совместно с Иманбеком, диджеем из Казахстана. Еще одна потрясающая новость. Земляк Димаш Кудайбергена Иманбек выпустил совместный мини-альбом с популярной британской певицей Ритой Орой. А Рита Ора, она британская? По-моему, она... А, да, точно, она британская. Суть в чем, что она невероятно популярна, и, Она суперзвезда. и посотрудничав с Иманбеком, она рассказала, что ей очень понравилось работать с молодым казахстанским исполнителем, у которого настолько свежий взгляд, настолько нестандартное решение, что она получила максимум удовольствия от сотрудничества. Я думаю, он очень талантлив. Это очень круто видеть такого молодого человека, который делает сумасшедшие вещи. Поэтому будем надеяться, что Иманбек в марте, напомню, состоится премия Грэмми, получит заветную статуэтку, и вот продвижение его Кстати, на ровно Запад, через месяц, да, это произойдет? на Запад, да, будет проходить в полном объеме. И новые треки, соответственно, новые композиции будем ждать. Да, желаем удачи Иманбеку. А знаешь, что я скажу? Что Димаш, он же тоже собирается в Америку. Вот, так что я думаю, что... А что будет, когда Димаш приедет в Америку? Это знаешь, вот как обычно смешно. Были два казахстанца в Казахстане, не встретились. Поехали в Америку и там записали суперхит. И оба по Грэмми получили. Так что, друзья, всем удачи, всем пока, спасибо за внимание. Алга. Пока. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.